Так, девчонки, привет! Притащила пациента, этого замечательного красавца, в ванную. В общем, санмайтом я его обрабатываю. Универсальный препарат для захисту яблони від клещів. Это то, что было вот единственное у нас в магазине Санмайт. Девочки, видите? Клещи. Норма 5-9 грамм на 10-12 литров воды на 1 сотку. Вот так вот. Короче говоря, не знаю, девчонки. Вы говорите, что клещ у него. Все может быть. Вот эти покусики. Но понимаете, вот эти пятна, они и здесь, и в середине, и кругом. В общем, девочки. Так он же еще, смотрите, тут отцветает, а здесь выдал вот такую стрелку еще. Собирается дальше цвести. Можете себе представить этого красавца. Это просто вообще... Посмотрите, бутоны дует. Подумай о своем здоровье. Подумай. Аж в середину налила. В общем, не знаю. Потом буду вам показывать, как он будет себя дальше вести. Девчонки, после санмайта вот такие следы остаются. Некрасивые. Мои домашние все в шоке. Говорят, ты что тут устроила побелку перед праздниками? В общем, девочки, обрезала я цветущий цветонос, но оставила не цветущий, а тот, который готовится к цветению. Не смогла я полностью его срезать. Мне стало жалко. В общем, стоит теперь такой чумазый. Но не он один, девчонки. Я тут и соседей прошлась немножечко по листикам. Видите? Мои в шоке говорят, что это такое? Что это ты тут натворила с орхидеями? Только я им протирала пластины лимонной кислотой. Они были такие красивенькие. И на тебе. Все испортила. Но ничего. В общем, девочки, санмайтом надо только раз в год пользоваться, потому что вызывает привыкание у вредителей. Резистентность. Поэтому вторая протравка, скорее всего, в моем случае будет фитовермом. Кстати, его рекомендуют тоже. Здесь у меня досталось и моему красавцу, сезаму, тоже стоит весь некрасивый. Ну, так как они рядом с ним стоят, я сегодня утром промыла все поверхности, повытирала со средством. Ну, в общем, девочки, будем смотреть. Видите, вот эти пятна. Не знаю, видно вам, не видно. На солнце они вообще вот сквозь листик видны. Ну, спасибо вам за комментарии. Много девочек отозвалось насчет того, что у них тоже такая же происходит ерунда с хоткисами. Ну, надеюсь, перерастет, нарастит новых листиков, и все будет у него хорошо. Боже, смотрите, как у нас сегодня солнечно. Просто замечательно. Просто шикарно. В общем, все стоят здесь, все пробрызганные. Очень за него переживаю, но надеюсь, что все обойдется. И скоро увидим с вами его красивые веточки. Кстати, что-то здесь, мне кажется, набухшая почка. Знаете, очень благодарный товарищ. Посмотрите, что он вытворяет, девчонки. Был цветонос от садовника, разбудил почку. Видите, цветонос отцвел, я срезала. Он тут же разбудил почку верхнюю. Нарастил еще один цветонос, вот тот, который я срезала, который вы на видео видели. Там еще пару цветочков было, но я обрезала. И вот разбудил самую крайнюю живую почку. И смотрите, дает еще вот такой цветонос. Обалдеть. И здесь, по-моему, будет почки, девчонки, видите? Ну, просто неугомон. Просто неугомон. Старается, покоряет наши сердца. В общем, классно. Если бы не вот эти вот какие-то непонятки с его листовой массой, было бы замечательно. В общем, девочки,
Постоит так недельку, и я его через недельку, и его, и соседок фитовермом пройдусь. Хочу, кстати, обрезать уже арвана. Видите, уже отцветает красавец. Такое вот несчастье. Это он на 2 почках. Разбудил 2 почки после обрезки цветоноса. И такой мне создал каскадик симпатичный. Девчонки, покажу вам еще одного красотуна. Это Formation. Сейчас я вам его покажу. Вот такие мы красивые, посмотрите. Formation тоже старается вовсю. Вот такие мы красивые. Вот такие мы замечательные. Видите? Такой у нас букет. Тоже не перестает цвести. Наращивает, доращивает, почки будет. Тоже еще тот красавец. Так что я вам тоже его рекомендую. Ну и как же вам не показать своего красавца, вот этого шикардосного. Он вообще водопад цветов. Девочки, это Рейнг принц, юный принц. Он здесь у меня просто король подоконника. Видите? Доращивает бутоны еще, старается вовсю. Один цветочек только он вдруг скинул. И я, знаете, знаю почему. По-моему, я капнула удобрение, и он сразу же один цветочек скинул. Тут больше 20 цветов. В общем, девочки, дарю вам этот букет от всего сердца. Ловите, ловите, и пусть все орхидеи цветут обильно и шикарно. Красота, красота. Супер. Мне сегодня сын младший спрашивает: мама, а сколько здесь у него цветов? Я говорю, ну давай, если не лень, посчитай. Ну что-то, девочки, в районе 27, вот так. Ну это без этих новых бутончиков, которые он сейчас наращивает. Красоту. На солнышке вообще переливается так. Перламутровый. Кстати, ему не хватило снадобья. Вот тут на розочке закончилась вчера, побрызгала. Решила весь подоконник кухонный пройтись. Розочка у меня, ребят, тоже. Вторая волна цветения. Более скромная. Посмотрите, какой открыла цветочек. Смешной. Недоразвитый немножко. Видите? Но ничего. Еще вот 2 бутона. Ну, вторая волна не очень симпатичная, потому что уже на краешках, видите. Так, это я принесла эту очаровашку сюда. Посмотрите, розовая прелесть. Это та, ребята, которая должна была прийти ко мне как змеиная кожа. А распустилась розовым фламинго. Такая она у меня ягодная. Я ее тоже вчера побрызгала. Все, девчонки. Солнечный привет из Одессы. Мирного всем неба и всего самого наилучшего. Начинают отцветать. Это печально. Ну ничего. Но хоткис, видите, он не сдается. Хоткис растит свой такой в виде крючка цветонос, формирует свой каскад. Девочки, если он еще его разветвит, вот на что похоже, вот тут, по-моему, и будет шикарный, то мы с вами еще полюбуемся. Эх, откуда силы берет, не знаю. Надо ему немножечко дать подкормки. Корни что-то такие стали прям желтые-желтые. Старые корни. Вроде и поливаю, стараюсь аккуратно, но все равно. В общем, вот так вот выглядит сейчас мой подоконник на кухне. Но вот это прям так и просится на срезку. А девчонки, тоже не любите, вот когда вот так начинает. А с другой стороны, надо подождать, чтобы немножечко, как оно своим ходом, ну, естественным путем завяло, чтобы
ну, конечно, не эстетично. И цветочек еще не отделяется. Тоже классная орхидея Арвен. У кого нет, еще купите. Арвен замечательный. Все, друзья мои. Всем пока. Спасибо за комментарии. Заходите, пообщаемся.